Привет, ребята! Я хоть и люблю готовить, но стоять у плиты целыми днями иногда просто нет времени. Так что сегодня мы с вами будем готовить полезную, вкусную и простую в приготовлении еду на 3 дня. И калорийность каждого рациона на один день не будет превышать 1500 калорий, что идеально для похудения. Но мы приступаем к нашей готовке. Итак, давайте начнем с приготовления основных блюд для нашего рациона. Вот список продуктов, которые я буду использовать. Вы, кстати говоря, с этим списком можете пойти в супермаркет и купить все необходимое. И начну я с цветной капусты. Естественно, хорошенечко ее промою и начну разрезать на небольшие соцветия. Далее ставим воду на огонь, немножечко ее подсаливаем и начинаем варить нашу цветную капусту. Ну а далее мы переходим к варке киноа. Кстати, а вы знали, что киноа это злак? И в некоторых сортах этого злака процентное содержание белка на 20% больше, чем в других. При этом белок, содержащийся в киноа, очень близок по своему свойству с белком молока. Накрываем крышкой и оставляем вариться. Главное, не забывайте помешивать. Ну а дальше переходим к грибам, которые мы будем использовать для нашего фарша. Я их обмываю, очищаю и мелко нарезаю. Также на крупной терке я натираю одну морковь. Мясо индейки имеет не только превосходный, очень легкий вкус, но оно также является стопроцентным диетическим блюдом и также является рекордсменом по содержанию железа. Даже по сравнению с говядиной, в индейке в 2 раза больше этого микроэлемента. Смешиваем все ингредиенты, естественно, я добавляю еще 3 яйца, соль и специи по вкусу и отставляем фарш минут на 20 в сторонку, чтобы он хорошенько пропитался. Также не забывайте помешивать киноа, она уже должна впитать в себя воду. Выключаем огонь и отставляем также в сторону. Также проверьте цветную капусту, она уже должна быть готова, просто слейте воду и отставьте в сторону. Далее возвращаемся к нашим мясным маффинам. Я взяла вот такую формочку для выпекания и заполняем теперь ее нашим фаршем. В качестве перекуса мы также сегодня приготовим с вами чипсы кейл. Если вы не знаете, что такое кейл, так я вам об этом расскажу. Это уникальный продукт, который сочетает в себе всю питательность мяса и полезность свежего салата. Вы только себе представьте, белок, содержащийся в этих листочках, усваивается легче всего, чем белок животного происхождения. А витамина С здесь гораздо больше, чем в апельсинах. Выложив листья на фольгу и добавив немного оливкового масла, добавляем ваши любимые специи. Дальше нам нужно сделать вот такой небольшой массаж этим листьям, чтобы они впитали в себя все специи. Отлично, теперь давайте вернемся к нашей запеканке из цветной капусты. Я еще немного разрежу куски цветной капусты и вложу их в форму. Теперь нам нужно сделать смесь, которой мы зальем нашу запеканку. В мисочку я добавляю 2 целых яйца и 1 белок. Тщательно все перемешиваем, добавляем соль, специи и теперь сметану. Я добавила 2 столовые ложки. Ну и естественно сыр. Мне очень нравится именно с сыром моцарелла такая запеканка, поэтому я добавляю около 2 жменек. Все перемешиваем и теперь заливаем нашу цветную капусту. И также сверху я немного присыплю сыром. А вы знали, что цветная капуста содержит очень много клетчатки, которая, проходя по вашему кишечнику, собирает все ненужные шлаки? И это одна из немногих овощных культур, в которых растительный белок находится в достаточном количестве. Все наши блюда почти готовы, и только осталось поместить их в духовку, которую я заранее разогрела до 180 градусов. Чипсы кейл у нас приготовятся быстрее всего, затем нужно будет вытащить запеканку из цветной капусты, и мясные маффины постоят подольше. Ну а тем временем вы можете прожарить овощи на сковороде, в которые мы добавим нашу киноа и немножечко зеленого лука. Не забудьте добавить немного соли. И, кстати говоря, наши чипсы кейл уже готовы, достаем их в первую очередь. Они очень ароматные и безумно полезные, даже мой муж оценил. Дальше у нас готова наша запеканка, и в самом конце будут готовы наши маффины. Отлично, осталось только разложить наши контейнеры и, конечно же, их заполнить.
Что касается гарнира киноа, я добавляю 1 стакан в свой контейнер и 2 маффина. Эти контейнеры у нас будут на обед, а на ужин мы будем кушать запеканку из цветной капусты. В качестве перекуса у меня будет миндаль, протеиновые коктейли, йогурт и фрукты. Что касается завтраков, то это ваш самый калорийный и самый важный прием пищи. Так что я вам оставлю ссылку на ролики с рецептами полезных, вкусных и быстрых к приготовлению рецептов ваших завтраков, которые точно будут вписываться в вашу калорийность. В качестве перекусов вам могут подойти нежирные йогурты, фрукты, орехи и, конечно же, протеиновые коктейли. Особенно если вы тренируетесь, не забывайте делать очень важный перекус. Первые 20 минут после вашей тренировки он должен быть 50 на 50, белково-углеводным. Такого рациона, естественно, плюс завтраки будет достаточно для девушки, которая в процессе похудения. Все рецепты продуманы в плане калорийности, БЖУ и всех микроэлементов, которые вы должны получить. Контейнеры собраны, перекусы готовы, и мы можем не переживать, что нам кушать в ближайшие 3 дня. С едой ничего не случится, если она в герметичных контейнерах, она будет такая же свежая, не надоест, потому что она очень вкусная. Ну а если вам понравилась моя новая рубрика, чтобы мы готовили еду с вами вместе на несколько дней, то обязательно поддержите меня вашим пальчиком вверх. И если мы наберем 4000 лайков, я буду продолжать эту рубрику. Для вас это не сложно, а для меня знак того, что нужно продолжать, и вам точно нравятся такие видео. Ну а я вам желаю удачи в ваших тренировках, вкусного и полезного правильного питания и, конечно же, позитивного настроения. Всем удачи, пока-пока!